Вы когда подлетаете к аэропорту Эль-Прат в Барселоне, наверняка видите рядочек таких красивых зданий в Виладекансе. Вот они, заметные такие, черные с белым. Пожалуй, единственное в своем роде, который здесь находится. И, может быть, вас обуревало желание пожить в этих зданиях, так близко к аэропорту и так близко к морю. Тут есть другие здания, типа, я не знаю, как это, semi-detached, ну вот таунхауса, то есть с отдельным входом. Там у вас наверху как бы двухэтажный еще домик, но вроде как классно. Но на самом деле, вот когда ты не живешь здесь на месте, ты понятия не имеешь, насколько же отвратительное это место. Я по-другому не могу сказать, оно просто отвратительное. Потому что автобус, на котором я зачастую из-за лени идти на вокзал, я езжу на автобусе в Барселону, ездил. И вот рядом с этим центр коммерциаль Вилла Марина есть прекрасный, но не очень известный завод. Вот он. Большой. Он на самом деле занимает большую площадь. Ну, наверное, от Виладеканс до магистрали. Вот он. Недер чего-то там. Нидерланд. Вот. Что я вам могу сказать по поводу этого завода и почему это ужасное место? И вот эти вот домики, это ужасное место для жительства, собственно, как и вот эти. Потому что, когда ты проезжаешь мимо этого завода, там вон дальше остановочка есть, вон она, тут жутчайшим образом воняет. Воняет так, что я несколько раз чуть не сблевнул. Но мало того, что это редкие такие вот прям вот... Это не редкие случаи. Вот эти ребята в этих красивых домиках нюхают это каждый день, потому что когда направление ветра меняется в сторону Каста-де-Фейса, мы все во всей этой долине нюхаем запахи из этого завода. А он пахнет чем-то похожим на результаты брожения. Ну вот из моего детства похоже на фурфурол. То есть это что-то такое, может быть, они делают что-то на основе брожения чего-то. Вот такой отвратительный, он как сладко-рвотный запах. И он здесь постоянно. Знаете, почему я сейчас стою вам рассказываю? Потому что ветер дует от меня в сторону завода. Можете вон посмотреть на порог, который выходит. То есть я не чувствую этот запах, потому что ветер мой дует мне в спину и уходит туда в сторону завода. Если бы ветер дул в обратную сторону, я бы не смог здесь сделать этот репортаж. И плюс вот эти все домики, которые здесь такие красивые издалека, они слышат каждый прилет и каждые особенности, каждый вылет из аэропорта, который буквально находится через дорогу, через магистраль. То есть помимо того, что здесь магистрали проходят, помимо того, что здесь железная дорога проходит, тут еще и вот этот заводик притаился. Резюме. Если вы захотите приобрести недвижимость где-то, вы приезжаете в это место, арендуете что-то на недолгий срок, полгода достаточно, ходите, все смотрите, нюхаете, слушаете, и на месте вы сможете выяснить, нравится ли вам это место так, как оно нравилось вам в самом начале, или уже совсем не нравится. Я точно могу вам сказать, я вот здесь, в Виладеканс, рядом с этим заводом и на расстоянии нескольких километров я бы точно ничего не покупал.
Да еб твою мать. Вот она плита, которая забутована газоблоком. Вот особенно выше видно лучше. Видите, плита, вместо того, чтобы залить ее целиком бетоном, они всунули ее по центру газоблок, вот этот вот желтоватый. И типа пролили между ним чуть-чуть бетоном. Объем они создали. Несущая конструкция, конечно, так себе. Вот можете посмотреть, они на бетон без арматурной сетки, без высечки. На это все дело клеют куски чего-то похожего на облицовочную плитку. Просто на клей сажают на достаточно ровную гладкую поверхность. Соответственно, шансы того, что эта плитка начнет со временем гулять и отходить, практически стопроцентные. И вот посмотрите, как у них заливают плиты. То есть плита 20 сантиметров примерно высотой. Большая часть плиты это газоблок, который они со всех сторон облили бетоном. Он, естественно, не имеет той несущей способности, что и бетон. Естественно, газоблок внутри не армирован. Просто объемы забивают вот этим вот газоблоком. Создают видимость того, что этот объем, ну, наверное, по документам он у них идет как армированный, залитый бетон какой-нибудь там 300-й марки. Как минимум 2 косяка я вижу отсюда, не имея даже доступа туда вовнутрь. Вот. Вот такое вот качество строительства. Ну, и как и везде, они применяют огромное количество разных материалов, разных видов работ. А это означает, что и человека часы, это означает, что трудоемкость и стоимость выше и выше. Вот смотрите, у них бетонная стена, несущая, наружная, и зачем-то у них внутри еще металлический уголок есть. С какой целью они его туда вставили? Ну, явно несущая способность металлического уголка ниже, чем у бетона. Но, тем не менее, он у них там есть. На каждом этаже. Может быть, и будут крепиться элементы декоративные. Этот уголок как закладной у них выступает в роли. Тяжело сказать. Вот. Да, может быть, они его будут использовать потом для крепления теневого ролета или персианы, то есть вот этой шторы теневой. Ну вот здесь можете посмотреть, как классно можно смахлевать на объемах и на материалах. Вот если видите, вот эта плита, где вон фонарик висит, вот, она снизу затерта цементом. И ощущение, как будто это монолитная бетонная плита. И здесь то же самое. То есть везде они вот позатирали, типа сделали вид, что это монолитный бетон. Даже вон канавочку поставили для капельник для слива воды. А вот если дальше посмотреть, если насколько вам видно там, попробую, да. Ну вот там дальше та же самая бетонная плита, но еще не затертая, и видно, и вот здесь, ну, по сути везде видно, что это обычный газоблок, который между собой пролит раствором.
То есть вот там, где газоблок, вы же понимаете, да, у него несущая способность. Это, по сути, модифицированный вспененный гипс. И у него нет внутри арматуры. Соответственно, нет арматуры, и эта конструкция на изгиб имеет меньшие несущие характеристики, чем монолитный бетон такой же толщины. Но вот они его затирают снизу и делают вид, что это все монолит, 20 сантиметров, армированный бетон. А на самом деле, ну дай бог, чтобы там 10 сантиметров сверху было... Дай бог, чтобы 10 сантиметров сверху было бетона. А остальное газоблок, без армирования, в том объеме, какой они индицируют. Я не видел документов, по которым они сдают это все в эксплуатацию. Но что-то мне кажется, что по документам это нигде не прописано как газоблок смесь с бетоном. Думаю, что по документам везде это идет как монолитный газоблок. Ну, естественно, домики здесь, квартиры вот в таком вот элитном, естественно, комплексе с такой красивой архитектурой. Вот они вам там стекляшку поставят. Тут, правда, школа, парк, орать будут постоянно у вас 7/24, но тем не менее. По документам это будет у вас очень-очень качественная застройка, а по факту это будет... По факту я строил лучше, потому что у меня не было такой вот очковтирательства. Ну и, кстати говоря, посмотрите, водичка протекла и по шовчику начала крошиться. А почему крошится по шовчику? Возможно, потому что плохое качество бетончика на краю. Вон это вот, это что такое, а? Это потом возьмут, затрут, и все. И никогда так и не было. Вот, кстати, тоже меня... Я так до сих пор в Испании не смог понять. Если ты строишь дом в Испании по проекту, как большой-большой застройщик, вот это строишь, но почему у тебя появляются битый бетон? То есть ты не смог запланировать с самого начала, как нужно построить? Или, ну как? Ну, то есть вот этот битый бетон, это стоимость самого бетона, стоимость его разрушения. Вот лазерная резка есть. Видите, да? Этот самый отбойник, мы его били перфоратором. Вывоз. Ну, то есть тут все вместе. Не могу понять одного. Если ты крупный застройщик, здесь, видимо, квартиры еще не выкуплены, то почему появляются битые куски бетона, вырезанные? Не смогли спланировать изначально, строили. Блин, а давай вот так вот. Не, ну ладно, там не один, не два кусочка. Но бывают такие наплывы, что залили и типа случайно не то залили. Но тут две лодочки битого бетона. Посчитайте. Залить стоимость. Кстати, две лодочки битого бетона, но что-то я ни одного кусочка арматуры, торчащего из этого бетона, не вижу. Смотрите, даже армсетки нету. Как вы сами понимаете, цена самого бетона без армированной сетки или там хотя бы шестерки, восьмерки арматуры, ну это просто кусок камня, который еще и наверняка плохого качества. Не, в принципе держится, но все равно. Где арматура? Хоть в каком-то количестве. Они просто льют бетон без арматуры? Ну тогда это вообще ой-ой-ой. В плане того, насколько это выдержит. Ни кусочка металла. Нигде. Ни из какого куска бетона, ни кусочка металла. Вот. Ну да. И качество планирования при строительстве тоже меня всегда поражает. Лили несущую колонну. Потом вспомнили, давайте еще кирпича доложим. Зачем-то. Ох, мой мамия. Строители во всем мире одинаковые.
И потом вот это они выставляют 300-400 тысяч евро квартиры. Ну, кстати, можете посмотреть. Бетонная плита. Вон она вся в маленьких-маленьких ракушечках в бетоне. О чем это говорит? О том, что они эту бетонную плиту не оштукатурили. Как был у них бетон, они, ну, может быть, разочек мазнули, ну, пару раз прошлись краской и бросили. И к чему это приведет? К тому, что если начнутся дожди, если повысится влажность, а я напомню, это Вилла де Канс, то есть расстояние до моря здесь по прямой около километра, то вот эти все поры, это просто точки, где будет влага оседать, будет оседать пыль, различные вещества, и то есть бетон будет просто в этом месте все время накапливать посторонние вещества и потихонечку начнет оттуда разрушаться. И это же говорит о том, что качество заливки очень плохое. То есть если у тебя бетон вот так вот по внешней стенке со стороны опалубки пористый, то и внутри он тоже будет изобиловать таким количеством пор. И означает, что они сэкономили на вибростанке, они сэкономили на том, чтобы его хорошо отвибрировать. Несущая способность этой плиты, она просто существенно ниже, чем должна была бы быть по внешним характеристикам. Ну да, еще лишний асфальт, цемент, глина, ну это как всегда. Солнышко сбоку светит. Сейчас вы можете увидеть, что практически каждая плитка на этой стенке, напомню, они ее кладут напрямую на клей, без какой-нибудь связки, кроме клея, с достаточно гладкой бетонной стеной. Каждая плитка на этой стене, она индивидуально сидит. То ли, я не знаю, что их заставило так сделать, но вы каждую плитку можете увидеть. И они потихонечку вот так будут в разбежечку гулять. Ветерочек, вот, что-то попали в щели. И потом по одной начнут отлетать. Мне показалось, что у меня с глазами какие-то проблемы возникли. А на самом деле это действительно написано на море. Вот, если вы не знали, Вилла де Канс скоро откроется в торговом центре паспортный сервис, что бы это ни значило. Вот. Тут есть какие-то документы. Нет, объяснение чего-то куда-то. Ну вот. Вот тут оно такое, Вилла де Канс, торговый центр. Вот это все вспученность, это влага, которая приходит от земли, то есть нет гидроизоляции, вот это все поднимается, потому что влага идет и отслаивается. То есть здесь первый этаж, он весь влажный, весь холодный, как соответственно зимой из-за влаги. Тут то же самое, они замазывают, но толку-то. Влага-то все равно по стене идет. Вон оно все. А вот посмотрите, какая прелесть. Бетонный
балкон отходит, трескается от самой кладки. То есть мне кажется, что кладка никак не связана с самой стенкой. И очень сильно трескается плита балкона. Не первое место, где я такое вижу. Почему-то они используют металлические шевелера для того, чтобы как несущая конструкция. Как по мне, очень странное решение. Ну да ладно. Самое главное, что вот эта вся конструкция, весь этот балкон, он весь гуляет. Смотрите, как отсюда похож. Прям черемушки какие-то. 4-5-этажечки стоят. Какие-то там топольки. Ах! Пахнуло родиной. Похоже на правду, да? Как будто. Дом мечта окупаса. Видите? Окупаса. Все разваливается. Здесь раствор. Эти окошки, вон как они заглушились какой-то цепью такой плевой, которую можно сломать. Здесь оно вываливается, конечно, выломать тоже не хрен делать. Но главное, что они дверь заложили и раствор применили. Ну так просто не влезешь. Еще вон, видите, раствором вниз зацементировали. Но я даже не о том, что они держат это, наверное, под большую дорогую продажу, о том, как они, насколько это все разрушенное уже. Ну, никому нет дела. Вот по поводу качества самой плитки, которая используется. Видите? Просто дыра. Вот еще одна просто дыра. Замазали. Ту не замазали, а эту замазали. Это качество отделки внешней. Посмотрите, вот есть раз какой-то слив, вот это два какой-то слив. Причем самое интересное, что, видимо, он идет изнутри квартиры. И я, честно говоря, даже не знаю, что это может быть изнутри квартиры сливаться. Там спальня с той стороны. Но что-то идет, и это вот подмачивает несущую плиту. Ну тут ладно, угол слива нету, допустим, плохо сливается. Все равно непонятно. Зеленые флажки. Хорошо посадиться. Вся пошла. Красотку дала. Но в принципе у них все стены вот примерно похожим образом оштукатурены. Посмотрите, как вот это, может быть, кто-то делал своими силами, но все равно видно, что набрасывали, кое-как затирали. Вон дальше с шубой. Ну тоже такая вот с зигзагами. Но шуба, да, лучше скрывает, хотя и с царапками. Это ж все новое, это ж не то, что вот столетие. Это сделано недавно.
относительно. Вот такая вот. А недвижимость здесь стоит конских денег. Я думаю, что вот этот вот кое-как оштукатуренный будет 1300 стоить, если не 400. А вот эти ребята делают ремонт здесь все лето. Посмотрите, как на просвет видно качество их работы. Вот, ну не смогла я сделать этот шов ровнее. Вот не смогли они его сделать ровнее, посмотрите. Дальше, они все делали, они все лето долбили. И вот здесь придумали неожиданно трубу провести. Раньше эта мысль в голову не приходила, что нужна труба. Надо было штукатурить, а потом уже пробивать. Ну вот угол, конечно, посмотрите, тут стык прекрасный. И в целом кривизну стен вы можете увидеть по балкону. Вот он какой ровненький. То есть понятно, что балкон-то, по идее, в этом месте они могли бы заштукатурить и получше. Но нет. Ну а зачем? Ну, посмотрите, как здесь. Это готовый ремонт. То есть все, они уже покрасили вот это. Ай, и так сойдет. Господи. Евроремонт. Ребята, давно надо уже ввести понятие российский ремонт как высший показатель качества. Вот это просто... Ну, за это не должны платить. Это не ремонт, это имитация такового. Вот смотрите, какие-то домики продаются, наверняка продаются в этом городке, прямо рядом с центральной улицей. Там вот выгорожено, стенка обваливается, кусок, как называется, отделки отваливается. Тут лопнуло, непонятно почему. Почему-то лопнула. Спрятали не телефончик свой, но эта штука лопнула. И вообще, если честно, я удивлен тому, что тут еще не живут окупасы в этом доме. Много линий туда идет всяких разных. Вот. И таких, и таких, и таких. Но надо сказать, что этот... я не знаю, что это. Что у нас выращивают в катках? Фикус. Его обрезали, вы видите, как сложили. Наверное, на мусор поднесут. Вероятно. В любом случае, ну, поскольку это южно, выглядит хорошо. А так, по сути, видите, без хозяина потихонечку обваливается. Наверное, стоит... Я думаю, под 1 000 000 евро, с учетом того, что это центральная улица. Странно, конечно. Я спросил у мужика, который в машине возился напротив этого дома, работает ли он в этом доме. Он сказал, что нет. И все равно потом зашел в этот дом. Мне кажется, он все-таки здесь работает. Что-то здесь делает. Вот, по-моему, не обрезают вот эти вот ветки, расчищают. Он спросил, хочу ли я тут работать. Даже бассейн есть, наполненный водой. Никто мне пока не объяснил, почему во всех европейских странах используют для организации линий связи, в том числе и оптики, и электрических, вот такие вот деревянные столбы. Я этого не понимаю. Это крайне небезопасно, но тем не менее.
Типичные уголки домов. Обоссанные, разрушающиеся. Ну и вонючие, все понятно. Да, я все соберусь с здания водоканала. О, блин. Я что-то заглючил. Смотрите. Циферки 23 прям намекают мне, что это место для меня. Вот это, как я понимаю, водонапорная емкость. Вот это вот. Напомню, что район Аликанте один из самых сейсмоопасных в Испании. Вот это все большая бочка, как я понимаю, с водой. Вероятно, это даже вот переливы стоят. И вот посмотрите. То есть там вот тонны воды, если не десятки тонн воды, чтобы снабжать город водой. И вот что происходит с этой конструкцией. Пляшет одна от другой. Ну ладно бы там, это был фундамент здания, в конце концов, ну если вы же понимаете, лопнет, то это все потечет. Да, это вода, вот там даже мох иногда бывает, видите. К вопросу, я все хочу записать видео про то, как строят в Испании. Слышно, как вода бежит вот там вот в окошке. Да, падающую воду слышно. Вот. Все хочу записать про видео, про то, как строят в Испании. Это очень интересно. Продемонстрировать вам качество застройки. А это огромная бочка, да. Да, вот видите, написано хранилище воды. О, вот здесь особенно хорошо слышно. Слышите, как вода падает? Ну вот, и вспомни о черте. Посмотрите, вот трубка. Я не знаю, что это, но мне кажется, что это все-таки электрический кабель. Вот так вот. Вот она болтается таким образом. То есть это стратегический объект. Да. Вопрос о том, как это все охраняется. Это стратегический объект. Вон там какие-то трубы идут. А я тут хожу с камерой, что-то снимаю. Вот смотрите, арматурная сетка торчит из бетона. Вот, остренькая. Вот она. Красотулечка. А вон туда машины ездят. Все семьи несчастливы одинаково. Они по-своему. Вот. Никому нет дела, это никто арматурную сетку не срежет.